Друзья, если у вас нет возможности, времени, желания, сил читать поэму Джорджа Байрона «Мазепа», смотрите это видео и будете знать об истории из молодости украинского гетмана столько же, сколько и человек, который прочитал эту поэму. Написал ее Байрон в 1818 году. События происходят в начале 18 века. Главный герой – украинский гетман Иван Мазепа. Считается, что в самой поэме мало общего с реальной историей Мазепы. Пушкин говорил, что если бы Байрон взялся за эпизод обольщения гетманом дочери своего друга и его казни, то больше никто не осмелился бы писать об этом. Но Байрон взял другой эпизод, когда Мазепу привязали к лошади. Итак, кто такой Иван Мазепа? Украинский гетман, который перешел на сторону шведского короля Карла XII, чтобы добиться независимости для Украины. Петр I под Полтавой разбил Карла, и Мазепа бежал вместе с ним. А теперь о Мазепе глазами и устами Байрона. Мазепа был пажом польского короля Яна Казимира. В молодости Мазепа наставил рога польскому шляхтичу, и тот, узнав об этом, велел привязать Мазепу нагим к дикой лошади и выпустить ее на свободу. Лошадь была с Украины и убежала туда. Полумертвого от усталости и голода парня приютили местные крестьяне. Он долго жил среди них, воевал с татарами, был смелым, авторитетным, его слава росла, и царь объявил его украинским гетманом. Дальше Байрон описывает события после Полтавской битвы, где Петр I разбил армию шведского короля Карла XII. Карл вместе с Мазепой скачут в Европу. На одном из привалов перед сном Карл просит Мазепу что-то ему рассказать. Гетман вспоминает время, когда ему было 20 лет. Тогда королем Польши был Ян Казимир. Мазепа был его пажом. Казимир воевать не любил, свою территорию держал, а на чужую не зарился. При дворе короля был богатый и знатный граф. У него была жена Тереза, на 30 лет его моложе. Мазепе сейчас за 70, а в молодости он был красивым, сильным. Любил он сильно эту девушку, ходил долго, вздыхал, но потом она его тоже полюбила. Встречались тайно. «Я бы сейчас все отдал за то время, чтобы снова стать пажом и любить ее», сказал Карлу Мазепа. Но их, конечно же, вычислили. Однажды ночью Мазепу схватили люди графа. Он был в гневе. Мазепа думал, что убьют его, ведь граф опасался, что жена могла залететь от пажа. К тому же граф себя считал очень крутым. Ну ладно, если бы кто-то знатный его жену чпокнул, например, король. Так нет, какой-то там паж, сопляк. Вот в чем был для него позор. Граф велел привести коня. Привязали к нему ремнями голову Мазепу и отпустили скакуна на волю. Не думали они тогда, что я вернусь с десятком тысяч скакунов, чтобы графу отомстить, сказал Мазепа. А конь нес его по безлюдным степям, горам, лесам. Байрон на несколько страниц описывает путешествие Мазепы на коне. Он хотел есть, пить, а конь все бежал. Благо был июнь. Стало чуть легче, когда конь через реку переплывал. Наконец конь утомился, перешел на шаг. И тут Мазепа услышал табун лошадей. Его конь заржал и свалился мертвым. Когда Мазепа очнулся, то был уже где-то на кровати. Рядом сидела девушка. Это была казачка. Она позвала своих родителей. Мазепа размышляет о поворотах судьбы. Его полуживого спасли казаки, а потом он стал гетманом на этой земле. Карл не слушал рассказ, потому что уже спал. Ну и хорошо, подумал Мазепа и сам лег спать. На этом все.